Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую красивую змейку-брелок из полухлопковой пряжи. Вот как смотрится эта змейка. Для этой змейки я использовала еще бусины, чтобы придать ей такую красивую форму. Вязать змейку очень легко. Начинаем вязать вот от носика с головы и вяжем до хвоста. Вяжется легко, просто. Отдельно вывязываем вот такие белые глазки, пришиваем их. Вот эти черные у меня клеевые черные полубусины. Одеваем карабин, и получается вот такая красивая, симпатичная змейка-брелок. Для змейки я использовала полухлопковую пряжу. Это вот основные цвета. Сейчас покажу. В 50 граммах 160 метров. Также вам немного потребуется белой пряжи и красной, любой для язычка. Также я использовала черные бусины. У меня они 8 миллиметров. Можно использовать и большего размера. И крючок, которым я вязала, это 2 миллиметра. Все, что вам потребуется для создания вот такой красивой змейки. Ну и, конечно же, карабин. Приступим вязать вот такую красоту. Берем основной цвет, у меня это зеленый, и начинаем вязать голову. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку. Далее 1 столбик. И в последнюю воздушную петлю ввязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем по обратной стороне. Провязываем по одному столбику в каждую петельку. 1 и 2. В конце ряда получилось 8 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в начале ряда провязываем прибавку. Оденем маркер, чтобы не запутаться. В следующую петельку тоже вяжем прибавку. Теперь 1 столбик, 3 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. Теперь 1 столбик и последняя прибавка. В конце ряда получилось 14 столбиков. Вяжем третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавка. Так повторяем 2 раза. Еще раз 1 столбик и прибавка. Теперь 1 столбик. Далее 1 столбик, прибавка, повторяем 3 раза. 1 столбик, прибавка.
один раз, один столбик прибавка, второй раз, один столбик прибавка, третий раз, 2 столбика, 1, 2 и в конце ряда прибавка. В конце третьего ряда 20 столбиков. Переходим на 4-й ряд. Здесь провязываем 19 столбиков. Провяжите их самостоятельно. Провязали 19 столбиков и в последнюю петельку провязываем прибавку. Так получилось 21 столбик в 4-м ряду. 5-й ряд провязываем 21 столбик. Довязываем до конца ряда. Вяжем 6-й ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и вывязываем носик, ноздри. 1 столбик с накидом не до конца, 2 столбик с накидом. Провязываем эти 2 столбика и оставшиеся 2 петельки. Теперь 3 столбика без накида, 1, 2, 3 и вывязываем вторую ноздрю. 1 столбик с накидом не до конца, 2 столбик с накидом не до конца, провязали 2 петельки и оставшиеся 2. Вы смотрите по своему вязанию, где будут располагаться ноздри, может у вас будет маленькое смещение. И до конца ряда довязываем оставшиеся петельки. Довязываем до маркера и в конце ряда будет 21 столбик. 7-й ряд вяжем 21 столбик. Довязываем так до маркера. 8-й ряд тоже вяжем 21 столбик. Довязываем до маркера. 9-й ряд вяжем за заднюю стенку. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь будем вывязывать глазки и смотрите тоже по своему вязанию. Возможно, у вас будет смещение. Глазки должны располагаться вот по центру головы между вот этими ноздрями. Провязываем прибавку из полустолбиков. Теперь 6 прибавок из столбиков с накидом. И все вяжем за заднюю стенку. Первая прибавка. Два. Три. 4. 5. И 6. И довязываем одну прибавку из полустолбиков.
Вот здесь прибавки. И здесь будут вывязываться далее глазки. И продолжаем вязать столбиками без накида, тоже за заднюю стенку вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем одну прибавку из столбиков без накида и довязываем 2 столбика. Всего в 9 ряду получилось 30 столбиков. 10 ряд. Вяжем 30 столбиков без накида. Вот так довязываем до конца ряда. 11 ряд. И вяжем 30 столбиков без накида. 12 ряд. Тоже вяжем 30 столбиков. 13 ряд, 30 столбиков. 14 ряд, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь чередуем убавка и 1 столбик. Убавка, 1 столбик 1 раз. Убавка, 1 столбик 2 раза. Убавка, 1 столбик 3 раза. Убавка, 1 столбик 4 раза и убавка. Теперь вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Внизу головы тоже делаю одну убавку и довязываю 2 столбика. В конце 14 ряда 24 столбика. Вот какая получается форма головы. Убавки располагаются вот здесь сверху головы. Следующий 15 ряд. Провязываем 24 столбика. Довязываем их так до маркера. 16 ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2 и убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 16 ряда 18 столбиков. И немного голову наполняем наполнителем. 17 ряд. 1 столбик. Убавка. И так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 1 столбик. Убавка. В конце 17 ряда будет 12 столбиков. Далее будем вязать туловище по 12 столбиков. Я беру черную пряжу. Это 18 ряд. Так, присоединила. И провязываю 12 столбиков черной пряжей.
Теперь перехожу на 19 ряд. Меняю цвет пряжи на желтый. Черную и желтую пряжу связываем. И теперь вяжу желтой пряжей. 4 ряда провязала желтой пряжей. Теперь перехожу снова на черную. И провязываю 12 столбиков черной пряжей. 12 столбиков. Перехожу на зеленую пряжу и 4 ряда провязываю зеленой пряжей. И так чередую до конца вот туловища той длины, которой вы хотите провязать. И по мере вязания немного наполняю наполнителем так, чтобы само туловище вот змейки было таким вот гибким, чтобы можно было придать красивую форму змейки. И вот у меня получилось такое туловище. Контрастным цветом я провязала 1, 2, 3, 4, 5 повторов. И теперь буду вывязывать хвост. Я не знаю, какой это по счету ряд. Но провязываем его 1 столбик и убавка. И так повторяем до конца ряда. 1 столбик убавка, 1 столбик убавка и 1 столбик убавка. В конце этого ряда получается 8 столбиков. Еще берем наполнитель и немного дозаполняем. Как вы видите, змейку я наполняла так, что она вот мягкая, и ей можно придать любую форму. Следующий ряд тоже провязываем 8 столбиков. Довязываем их до конца ряда. Еще следующий ряд тоже вяжем 8 столбиков. И еще один ряд провязываем 8 столбиков. И последний ряд 4 убавки. 1, 2, 3 и 4. И отрезаем ниточку. Теперь спрячем эту дырочку за передние стенки каждого столбика. И вот так затягиваем ниточку и прячем ее вовнутрь изделия. Получился такой хвостик и такая змейка. Берем белую пряжу и свяжем веки. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида и этот хвостик тоже ввязываем. 1, 2, 3, 4 и 5. Это первый ряд.
Вяжем поворотными рядами. Сделали воздушную петлю, развернули вязание, провязываем в первый столбик прибавку. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. И в последний столбик прибавка. Во втором ряду 7 столбиков. Воздушная петля, развернули вязание и провязываем 7 столбиков. 3, 4, 5, 6 и 7. Отрезаем нить так, чтобы был хвостик для пришивания. И вот что у нас получилось. Теперь берем змейку и разворачиваем веки вот таким образом. Воздушные петли, где мы набирали и провязывали первый ряд, получается вверху. Можно прикрепить булавками. И теперь пришиваем. За основную деталь и за столбики на вот дополнительной детали, там где глазки будут крепиться. И вот таким образом пришиваем, соединяем 2 детали между собой. Потом делаем хвостик и прячем ниточку вовнутрь изделия. Вот что получилось. Теперь будем зеленой пряжей разделять глазки напополам. Ну, то есть, чтобы получилось 2 глазика. Оставили вот так хвостик. Сделали по центру такой стежок. Можно сделать еще один. Можно оставить так, как есть. Здесь отступаю 1 столбик, вывожу ниточку вверх. И здесь завязываем на 2 узелка и прячем ниточку вовнутрь изделия. Я приклеила глазки, это черные полубусины 5 миллиметров. И вот получается такая змейка. Можно оставить так, но мы делаем с вами красивый брелок. И для этого я буду вот так сгинать змейку. И между этими перегибами пришивать бусинки. Бусинки я беру черные. У меня 8 миллиметров, но можно брать и большего размера. Вот как я ее согнула. Теперь прикрепляем ниточку черную. Хвостик я оставлю так, как буду связывать на 2 узелка. И беру вот бусинку. Одну. Теперь прикрепляю вот так здесь эту бусинку, этот хвостик держу. Закрепляем еще на 1 стежок. Эта ниточка осталась, и потом мы ее стянем, когда будем возвращаться назад.
Так. Выводим ниточку на следующий вот изгиб. Берем бусинку. Снова делаем вот такой стежок. Можно делать маленькие узелочки, чтобы лучше закреплялось. И переходим на следующий сгиб. Берем бусинку. Снова сделали стежок. Еще один. Теперь через эти все бусинки так проходим, возвращаемся к этому хвостику, который мы оставили вверху. Таким образом все бусинки подтянутся и будут располагаться так, как нужно. Отступаем один столбик от хвостика, который мы оставили. Видите, уже все бусинки подтянулись. Теперь подтягиваем еще раз, завязываем на один узелок. Вот все бусинки лежат так, как нужно. На второй узелок. И все, теперь вот эти две ниточки прячем вовнутрь изделия. И еще сделаем язычок. Я беру красную пряжу, вот отрезала такой небольшой отрез. Берем крючок. И вот так сделали петельку. И в эту петельку протягиваем эти две ниточки. Ниточку затянули. И длину язычка уже регулируйте самостоятельно. И вот получилась такая красивая змейка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!